Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск кулинарного канала «Готовим без изысков». Сегодня я буду выпекать грузинский хлеб шоти-пури или хлеб в виде меча. Для выпекания этого хлеба мне потребуется 500 грамм муки высшего сорта. Для Германии это мука тип 550. 350 миллилитров теплой воды. Температура воды 35-40 градусов, не выше. Для этого также потребуется 8 граммов сахара, 7 грамм сухих дрожжей, 12 грамм соли и 30 миллилитров подсолнечного масла. Об особенностях выпекания этого грузинского хлеба я расскажу в последней четверти ролика. А сейчас приступим. Вначале я делаю закваску. В большую емкость высыпаю 7 грамм подготовленных дрожжей, высыпаю подготовленный сахар, высыпаю из 500 грамм муки 100 грамм муки и выливаю всю подготовленную воду. И начинаю все тщательно перемешивать. Подготовленную закваску укрою пищевой пленкой и помещу в теплое место на 30 минут. Встретимся через 30 минут. Прошло полчаса. Вот такая закваска у меня получилась. Напоминаю, что при создании закваски я соль не использую. Досыпаю соль только тогда, когда уже замешиваю тесто. Что теперь я буду делать с закваской? Я в нее добавлю 30 миллилитров подсолнечного масла, соль, про которую я говорил, частями буду добавлять муку и все это буду перемешивать. Вот такая заготовка теста у меня получилась. Тесто я замешивал 10 минут. Теперь я эту заготовку теста укрою пищевой пленкой и поставлю в теплое место минимум на 1,5 часа, чтобы тесто подошло. Встретимся через 1,5 часа. Прошло 1,5 часа. Вот такое тесто у меня получилось. Тесто хорошо подошло. И теперь я из него буду формировать 2 заготовки для грузинского хлеба шотис-пури. Выложу тесто на рабочую поверхность, а перед этим рабочую поверхность я посыплю мукой.
Сложу тесто несколько раз. Теперь эти две заготовки я укрою полотенцем и оставлю отдохнуть на 20 минут. Прошло 20 минут. Заготовки из теста я переместил на бумагу для выпечки. И здесь я перехожу к тому, что я обещал в начале этого ролика рассказать об особенностях выпечки хлеба шотис пури и, например, узбекских лепешек. Дело в том, что такие хлебобулочные изделия, они помещаются в горячую печь. И для того, чтобы проимитировать такие условия, нам необходимо противень нагревать в духовке и потом на нагретый противень помещать тесто. Такая особенность приготовления хлеба шотис пури. А сейчас я, как уже сказал, начну формировать заготовки самого хлеба. В центре делаем вот такое вот пальцем отверстие. Это отверстие необходимо делать для того в городских условиях, когда мы выпекаем в духовке, для того, чтобы центр хлебобулочного изделия слишком не поднялся. Ну, а вторая функция его уже в обычной печи, приспособленной для выпекания таких хлебобулочных изделий, это чтобы крючком вытащить наш хлеб из печи. Вот так будет размещаться наш хлеб на противне. А сейчас я его вытащу, противень отправлю в духовку. Духовку разогрею до 250 градусов. И наш хлеб будет в этой духовке выпекаться 10-15 минут. Когда наш хлеб будет готов, я вернусь к видеоролику. Хлеб я выпекал 12 минут. После этого еще дал ему отдохнуть 20 минут под полотенцем. И вот что у меня получилось. Получился настоящий грузинский хлеб шотис пури. Пишите, что вам понравилось, а что не понравилось в ролике. А на сегодня тема ролика исчерпана. Всем приятного аппетита и до новых встреч!